Друзья, всем привет! Готовлю песочный и очень вкусный низкоуглеводный торт Магдалена. Торт не содержит глютен и добавленный сахар, но вы по желанию вместо подсластителя можете использовать сахар. Торт на муке зеленой гречки держит клетчатку и хорошо усваивается. Это отличный выбор для всех, у кого непереносимость глютена и кто не употребляет простые углеводы. Крем по данному рецепту готовится из сметаны, которая идеально сочетается с песочными коржами. В качестве подсластителя я использую эритритол. И если вы не ограничиваете углеводы в своем рационе, вместо эритритола используйте сахар в количестве 70 грамм. Подсластитель предварительно пробил в блендере до состояния сладкой пудры. С сахаром необходимо проделать то же самое, если вы не готовите сразу на сахарной пудре. В муку зеленой гречки добавляю пробитый подсластитель и соль. Перемешиваю, формирую углубление лопаткой. Добавляю мягкое сливочное масло, тщательно перемешиваю миксером, чтобы получилась мягкая песочная крошка. Добавляю яйцо, перемешиваю миксером. Добавляю второе яйцо, перемешиваю миксером. Вот такое плотное песочное тесто на муке и зеленой гречки получилось. Остатки песочного теста снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Накрываю тесто вплотную и убираю в холодильник. На пекарской бумаге при помощи дна формы вычерчиваю два круга диаметром 20 см. Песочное тесто разделяю на две половины. Выкладываю тесто в два круга на предварительно перевернутую пекарскую бумагу, чтобы после выпекания грифель не отпечатался на коржах. Формирую руками коржи, чтобы тесто примерно на 1-2 см выходило за пределы круга. Если тесто прилипает к рукам, немного смочите руки в воде и сформируйте заготовки. Готовое тесто убираю в морозильник на 20 минут. После морозильника убираю тесто в заранее разогретую до 190 градусов духовку на 15 минут. Я выпекать буду на решетке в режиме конвекции. Если у вас духовка без конвекции, выпекайте тесто по одной заготовке на противне в обычном режиме вверх-вниз. Также, если тесто выходит за пределы решетки или есть риск, что оно будет сползать с решетки, выпекайте тесто по одной заготовке на противне. При помощи дна формы срезаю у каждого теплого коржа обрезки. Коржи перетираю скалкой в очень мелкую крошку, которую я буду использовать для обсыпки торта. Коржи и крошку убираю в холодильник. Для приготовления крема в холодную сметану добавляю ванильный экстракт. Всыпаю пробитый подсластитель. Вымешиваю миксером до получения устойчивого крема, который стабильно держится на лопастях миксера. Помните, что сыворотку из сметаны нужно слить, иначе очень высок риск, что сметанный крем не взобьется. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Также тара стеклянная или металлическая, должна быть очень холодная. Я тару перед взбиванием убрал в морозильник на 30 минут. Вот такой стабильный крем, который отлично держит форму, получился. Немного крема наношу на подложку для стабильности. Устанавливаю первый песочный корж. Сверху выкладываю джем из черной смородины. Распределяю джем волшебной палеткой по всей площади коржа. Выкладываю половину крема и осторожно распределяю крем поверх джема, формируя ободок, чтобы после сборки торт имел стабильную форму и не проседал. Закрываю вторым песочным коржом. Сверху выкладываю джем. Распределяю джем по коржу. Затем выравниваю боковину торта сметанным кремом с помощью волшебной палетки. Выкладываю оставшийся крем и распределяю крем по всей площади торта, выравнивая его, придавая форму цилиндра. Если у вас нет в наличии волшебной палетки, выровнять крем можно шпателем, лопаткой или ножом. Обсыпаю торт песочной крошкой. Сначала сверху распределяю половину крошки, а затем и сбоку прикрепляю крошку с помощью лопатки прямо на сметанный крем. Фиксирую крошку палеткой, чтобы она не осыпалась с торта. Готовый торт убираю в холодильник для стабилизации минимум на 8 часов, а лучше, чтобы он простоял до следующего дня. Торт украсил грецкими орехами. Безглютеновый песочный торт Магдалена получился очень вкусный. Этот торт отличный выбор для всех, кто не употребляет сахар и глютен. При использовании сахара торт Магдалена все равно будет легко усваиваться, благодаря присутствию в его составе клетчатки гречневой муки. Это настолько вкусно, насколько и просто. Приятного аппетита!